Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного Деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Не расстраивай всемогущего. Сегодня мы разберем 427 главу Героики, где мы узнаем, кем теперь стал Шиуичи Игучи, а также настало то время, когда Мидория встретится со Спиннером и передаст ему послание лидера Лиги Злодеев. Хори наконец-то дополнит Томуру дополнительными чертами, однако встреча этих двоих прошла далеко не гладко, ведь как один из членов Лиги Злодеев, Спиннер не намерен ласково встречать убийцу своего героя. И еще в конце ролика будет важная информация насчет манги моей геройской академии, так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манху-манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на свете 427 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 427 главы. Глава поведает нам новую информацию о Томуре Шигараки, и начинается она с небольшой телепрограммы, где людям задавали единственный вопрос: кем был Томура Шигараки? Некий мужчина сказал, что был рад, что его убили, поскольку он был слишком жутким. Пара девиц считали его убийцей, так как из-за него погибли их друзья. Кто-то изначально не видел в нем великого злодея и был шокирован, что в итоге он стал настолько опасным, принеся с собой столько разрушений. Но как по мне, самое важное, что мы должны были увидеть, так это интервью той самой бабушки, которая на момент трагедии Тенка попросту проигнорировала его и не протянула ему руку помощи. Самое отвратительное это то, что она таки не вынесла урока из своего поступка, поскольку единственное, что ее беспокоит, так это то, почему Шигараки не смог просто остановиться. Ну это просто что-то с чем-то. Главный герой боролся за добро, пытаясь показать, что даже в самом плохом человеке оно есть, а в итоге общество нисколечко не изменилось. И единственное, что сейчас всех беспокоит, это восстановление страны после стольких разрушений. В целом, я не имею ничего против того, как Хори продемонстрировал нам реакцию общества, ведь в большинстве своем люди такие и есть. И только лишь единицы могут помочь тому, кто в этой помощи действительно нуждается. После телепрограммы мы непосредственно переходим ко встрече Мидории и Спиннера. Со слов доктора, после того, как все за одного накачал его причудами, Игучи по своей сути превратился в Ному. Но благодаря нынешнему уровню медицины, исследования в центральной больнице смогли остановить этот процесс. Вот только при всем этом его тело было уже больше не такое, как прежде. И дальше вы сами увидите, о чем я говорил. Спиннеру уже было отвратительно видеться с убийцей дорогого ему человека, а то, что Изуку не отрицал содеянного, только еще больше выводило его из себя. Однако Деку прибыл сюда не чтобы его выводить, а для того, чтобы передать то самое послание лидера Лиги Злодеев, а именно Томура Шигараки до самого конца сражался ради уничтожения. Изначально Игучи не поверил Мидории, спросив, действительно ли Томура попросил передать ему эти слова, но главный герой подтвердил, что все это правда. Также Спиннеру было интересно, не упоминал ли Шигараки что-то о Тоге, Компрессе и Даби, однако послание предназначалось только ему, после чего Спиннера начали захватывать эмоции, ибо Томура был для него надеждой, обещая, что после уничтожения всего он покажет ему прекрасные горизонты. И чем больше он отчаивался, тем сильнее проявлялся его новый облик. Игучи был в ярости, ибо из-за того, что
что он был гетероморфом, большинство людей относились к нему с презрением, но только Томура принял его таким, каким он был, и позволил ему, несмотря ни на что, стать частью чего-то большего. После чего, захлебываясь яростью, он схватил Мидорию, озлобленно говоря, что Шигараки был для него героем. Видя происходящее, доктор уже намеревался вмешаться, чтобы уколоть ему успокоительное, но Деку попросил этого не делать, желая выслушать то, что он хочет сказать, начав тем самым марафон мнений с тем самым репортажем. Мужик считал Шигараки пустым злодеем без идеалов, который хотел только разрушать, но Спиннер говорит, что он любил видеоигры, показывая его другую сторону. Полиция проводит расследование, распутывая историю Томуры, но люди все равно не собираются ему сопереживать, ибо не хотят повторения истории. Ну а кому-то он показался настоящим куском дерьма. Но для Спиннера Шигараки был первым другом, принявший его. И дабы унять его боль, Деку также сказал о еще одних словах Шигараки, о том, что он хотел стать для них героем. Лига злодеев и те, кто в ней состоял, стали тем, чем Томура действительно дорожил. И по мнению Изуку, именно поэтому он и попросил передать свои последние слова Спиннеру. Подобное смогло успокоить Игучи, и затем, вспоминая времена Лиги, когда все настолько быстро сменялось, что ему оставалось буквально лишь плыть по течению, Спиннер увидел тот самый момент в пещере с разбитым Шигараки, считая, что если бы он только осознал происходящее, возможно, тогда бы ему удалось спасти своего друга. Перед уходом Изуку Игучи сообщил, что собирается написать книгу о Томуре Шигараки, поскольку он был уверен, что после восстановления страны все забудут о нем как очередном кошмаре. Но Спиннер не хотел, чтобы люди позабыли тот символ страха, коим стал Томура, ведь прошлое невозможно уничтожить. Мидория же считает, что вместо книги лучше всего будет сделать комикс, так как это позволит узнать об этом большая аудитория, говоря напоследок, что он до конца своей жизни не забудет о Шигараке. В зале ожидания Идзуку встретился с Тошинори и Цукаучи, где поинтересовался насчет Чисаки, к которому в это время прибыл его босс, и он совершенно не ожидал его здесь увидеть, ведь именно по его вине старик все это время был прикован к постели, но благодаря предметам поддержки он смог пойти на поправку. Босс был крайне разочарован, что Чисаки сбился с человечного пути, из-за чего он в итоге сотворил ужасные вещи с Эри. Бывшему лидеру 8 заветов смерти было очень жаль, вот только его сожаление уже ничего не изменит, ведь Эри никогда не сможет забыть тот ужас, что он с ней сделал. И именно поэтому старик будет приходить к нему и каждый день отчитывать его, пока тот не умрет. Так, конечно, Эри не услышит раскаяния злодея, но по мнению Деку так будет даже лучше, ведь ей не придется заново переживать свою травму, если бы Чисаки заставили лично перед ней извиняться. Ну а возвращаясь обратно в Юэй, так как уже начинается обучение, Деку застал Тодороки и Кацуки, убегающих от фанаток первогодок, желающих взять их номер телефона и сфоткаться. Бакуга они настолько взбесили, что он хотел, чтобы их всех до единой исключили из академии. Что же, на этом глава подошла к концу. Я, конечно, ожидал больше информации о Шигараки, нежели то, что он любит видеоигры. Но самое обидное, что здешнее общество по большому счету не сделало никаких выводов после войны с антагонистом. Хотя сами же они в курсе, что такое отношение может привести к рождению нового ВЗО или же Шигараки. Также очень важная информация. На следующей неделе у моей геройской академии будет перерыв. 428 глава у меня выйдет 18 июля. А еще до конца манги «Моя геройская академия» осталось 3 главы, не включая эту. Обидно, конечно, что очередной тайтл заканчивается, хотя это и нормально. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.